Камила, привет. Здравствуйте. С чего начинается твое идеальное утро, выходной день? Идеальное утро – это утро без репетитора. Потому что репетиторы каждый день утром, и к ним нужно чуть пораньше встать. А я люблю спать очень долго. Последний предмет, которым ты занималась с репетитором? Русский язык. Тебе больше нравятся гуманитарные или точные науки? Точные науки. Математика, алгебра. Мне в них легче. Мама помогает с учебой? Нет, сама. Я не прошу ее, и она не очень хочет. Любимый предмет прямо сейчас? Алгебра. Я сдавал экзамен по алгебре, а еще по астрономии. Представляешь? Хотел бы изучить? Да. Ого. Но, как видишь, астрономия мне пригодилась, я теперь работаю со звездами. Ты ощущаешь себя звездой? Нет. Потому что до звезды еще очень далеко. Чему тебя научила популярность? То, что нужно быть более скромнее и повежливее с людьми, и как-то, наверное, так. Мне так, наверное, удобнее. Не знаю почему, я внутренне себя ощущаю спокойнее и безопаснее, когда я немного скромнее. Ты переживаешь, когда постишь фотки в Инстаграм? Да, очень. Потому что не знаю, как люди отреагируют, понравится им, не понравится. Может, мне вообще не нравится эта фотография, зачем я это пощу. Потом какие-то такие странные мысли, потом думаю, так, стоп, это же пост в Инстаграм, все нормально, спокойно, выкладываем. Было такое, что передумала и удаляла быстро? Да, я могла что-то не так написать, и судорожно это удаляла, или не ту фотку запостила. Какую фотку ты бы запостила прямо сейчас? С вами. Спасибо большое, мне так приятно. Кто должен на тебя подписаться, чтобы ты удивилась? Не знаю, честно. Слушаю исполнителя Ваню Дмитриенко или вообще любой исполнитель, который я слушаю. Наверное, так. Ты говорила, что хотела бы познакомиться с Меган Фокс. О чем бы вы с ней разговаривали? Как она так шикарно выглядит. Я бы спросила, как она учит все тексты, которые... Она же снимается в фильмах, это нужно все реплики выучить, еще играть это правдоподобно. Мне бы было бы очень интересно, как это происходит. А если бы ты тоже была актрисой, то в каких фильмах играла бы? Все, кроме ужасов и фантастики. Не знаю, почему-то мне не очень нравится. А если выбирать между комедией и драмой? Комедию. Драмы слишком много в жизни, комедии меньше, поэтому хочется в комедии. Остается ли у тебя время на то, чтобы читать книги или что-то такое? Я стараюсь выделять время хотя бы вечером, почитать книгу. Не всегда хочется, но нужно это делать. Сейчас читаю «Зеленую милю», начала читать. Сказали, что буду плакать много. Вот, видимо, это меня ждет. А ты фильм не смотрела еще? Нет еще. Я хотела сначала прочитать книгу, потом фильм посмотреть. Что может тебя развеселить даже в безвыходной ситуации? Понимание того, что эта безвыходная ситуация скоро закончится. Если бы ты оказалась в караоке, какую песню спела бы? Don't worry, be happy. А если бы нужно было петь дуэтом, то с кем? Наверное, с Аней Щербаковой, либо с Моррисом. Я с ними больше, наверное, всего общаюсь, и мне с ними будет комфортнее и веселее. Любишь настольные игры? Да. Ну, мы играем на сборах часто в карты, в Уно, в Монополию очень часто тоже играем. Ну, это очень весело и помогает отвлечься от тренировок. Ты чаще выигрываешь или проигрываешь? Чаще выигрываю. А когда проигрываешь, сердишься? Нет, это игра. Ты как бы играешь, чтобы веселиться, а не чтобы потом злиться. Ты умеешь блефовать? Умею, но стараюсь это не применять. Ты командный игрок или индивидуальное берет верх?
Мне кажется иногда, что как будто бы командный. Именно на тренировках. Это очень странно иногда бывает. Как бы на тренировках ты должен сам за себя, а иногда у меня получается такой командный инстинкт, то что, там, не знаю, когда ты берешь музыку, ты стараешься же сделать так, чтобы было удобнее тебе. То есть там взять после определенного человека музыку, а иногда кто-то подъезжает, можно я тоже возьму музыку? Ну, давай ты тоже возьмешь. Потом, мы же занимаем очередь. Я говорю, ну ладно, раз уж тебе там пару прыжков, давай. И потом ты, и потом ты. И потом думаю, зачем я это сделала? Мне же самой сейчас нужно еще перепрыгать произвольно, например. Представь, что ты грабишь банк. Кто будет твоим напарником? Алена. Она очень быстро соображает, у нее очень много планов всяких разных. Куда первым делом полетишь с $1 000 000? На Мальдивы. Потому что я там никогда не была и хотела бы туда слетать. Хотела бы нырнуть с аквалангом? Да. Мы на Кубе ныряли не с аквалангом, а просто с маской и трубкой. И я не думала, что это будет настолько красиво. Это немного страшно, потому что ты видишь рыбок, которых ты почти можешь потрогать. И это прям захватывающее ощущение. А мне кажется, с аквалангом вообще будет немного страшно от неизвестности. То есть именно в море я особо не разбираюсь, что там. Например, в акселе и в тулупе я примерно знаю, что мне надо сделать, чтобы выехать. А там, не знаю, там нечаянно наступить на того же морского ежа, либо его тронуть, потом, не знаю, рыбку не ту увидеть. Как-то, наверное, вот это страшно больше. Если перед тобой окажется акула, твои действия? Ой. И когда-то я смотрела видео на ютубе, вроде ей нужно бить по носу. Но не знаю, получится ли у меня. Хотела бы научиться кататься на серфе? Да. Все время нужно пробовать что-то новое, это как раз будет одним из. Чего тебе больше всего не хватает в Москве? Спокойствие. Спокойствие и, наверное, да. Не знаю. Когда мы были в Финляндии, в Эспо, мы там гуляли, и там, не знаю, такое прям спокойствие. Я в первый раз такое почувствовала. Потому что там никто никуда не бежит, все спокойные, все никуда не опаздывают, а в Москве чаще всего все куда-то опаздывают, у всех какие-то дела, и то есть в таком бешеном ритме все живут. А тебе не кажется, что ты заскучала бы в таком спокойствии? Мне кажется, да. Потому что в последний день я уже хотела в Москву вернуться. 3 вещи, которые ты взяла бы на необитаемый остров. Кровать, телефон и зарядку, чтобы никогда телефон не разряжался. Ты же телец? Да. Черта, которая тебе очень сильно мешает. Моя скромность иногда. Как с этим бороться? Успокоиться, выдохнуть и сказать то, что ты думаешь. У тебя есть талант или умение, о котором мы ничего не знаем? Я могу язык пополам сложить. Женщина, которой ты восхищаешься? Своей мамой, потому что она сильная, мудрая, всегда признает свои ошибки, если вдруг совершила какие-либо, и она мне всегда помогает. То есть мама все-таки совершает ошибки? Бывает, но она с достоинством их принимает и старается исправить. Лучший совет от мамы, который ты слышала? Верь в себя и никогда не сомневайся. Можно сказать, что вы с мамой подруги? Да, скорее да. Ну, мне легче с ней разговаривать на какие-то темы, то есть я не чувствую, что нельзя что-то сказать. Например, ты говоришь что-то, а это что-то используется против тебя в каких-то моментах. То есть я с ней уже больше так... Она меня начала больше воспринимать как взрослого человека, и мне легче, ей легче так. Чего больше у тебя набирается за день? Отправленных сообщений или прыжков на катке? Прыжков на катке. А сколько примерно прыжков? Не считаю. Никогда. Профессия мечты, не связанная со спортом. Когда-то хотела стать психологом, но сейчас не знаю. Врач-стоматолог, пилот? Нет. А почему хотела быть психологом?
Мне очень интересна тема психологии, но я поняла, что работать психологом, когда ты сидишь, и тебе нужно каждый день выслушивать людей и стараться им как-то помочь, мне будет, наверное, не очень комфортно, потому что хочется все-таки более какую-нибудь жизнерадостную, наверное, профессию. Если бы ты выпускала одежду, то какую? Худи, купальники, вечерние платья? Худи оверсайз и полоневые штаны какие-нибудь. Мне больше нравится такую одежду носить, и скорее будет комфортнее это выпускать. Первое, на что обращаешь внимание в одежде? Было бы мне удобно ее носить. Не знаю почему. Последнее, что хотела купить, но так и не решилась. Хотела себе купить джинсы, но предпочла больше штаны. Когда ты последний раз надевала каблуки? Недавно я ходила в Большой театр, и тогда одевала каблуки. Нас пригласила прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова на спектакль «Лебединое озеро». Это было захватывающе. Я впервые побывала в Большом театре на исторической сцене. Там было так красиво. И просто нет слов. И спектакль был очень... Как бы ты смотришь туда и не понимаешь, что ты где-то находишься. Ты просто растворяешься. Было очень приятно смотреть. Помнишь, как первый раз сделала макияж? Да. Прям, чтобы сама я делала на чемпионате мира среди юниоров на короткую программу. Я не знаю почему, но я решила, что для девочки на шаре будет самым идеальным вариантом сделать розовые круги. Мне не получилось ни растушевать, ничего. У меня просто получились вот такие вот розовый круг. Просто я выхожу, думаю, нормально все. Смотрю на себя, думаю, что я сделала? Лучше бы просто ресницы накрасила. Но потом я уже, как мне кажется, уже чуть-чуть лучше стала краситься, чем тогда. Когда ты ощущаешь себя красивой? Когда я высплюсь. Потому что когда я высплюсь, у меня почти нету синяков под глазами, и я выгляжу лучше. Если бы ты водила, какого цвета была бы твоя машина? Черная. Так скучно. Да, это классический цвет, и он очень красиво выглядит, мне кажется. Либо красная, но красная как-то слишком банально. Ты полетишь в Канаду. Какие хитрости помогают тебе бороться со сменой часовых поясов? Я летала на Кубу, и самое главное было не заснуть. Мы вылетели в 5 утра, а прилетели на Кубу где-то в 10 утра вроде, по их времени. И вот самое сложное, вот эти вот 10 часов, 12, просто не заснуть. Надо как-то себя двигать, не знаю, звонить кому-то, чтобы не заснуть. Что обязательно привезешь с собой из Канады? Если я смогу зайти в магазин, то точно что-нибудь из сладкого маме. Потому что у нас есть некая традиция в любых странах заходить в магазины, именно покупать то, чего у нас нету, и вот я как раз постараюсь найти. Супер, надеюсь, что тебе удастся привезти из Канады не только сладкое, но еще и медаль. Спасибо тебе большое, это было очень интересно. Спасибо, что потратила время на нас. Спасибо вам.